Богов Камбоджи мы узнаем по вот таким вот замечательным, добрым лицам. Хочу вот вам все-таки показать лишний раз вот это позорище, самое настоящее позорище. Что же здесь было и как все это строилось? Ну, к слову, как все это строилось, мы, конечно, знать не можем. И я думаю, что в ближайшее время даже и не узнаем. И учтите, да, что все эти барельефы изготавливались уже после того, как здание было построено. То есть у тех, кто изготавливал барельефы, права на ошибку не было. А внутри уже фантастика. Тоже из разряда «попробуй, повтори». И что здесь интересно, это то, что деваты X века, вот эти вот деваты, они расположены выше деват века XII. Ну, пишите в комментариях, какой стиль реставрации вам ближе. Хотите ли вы получить новодел, как у китайцев, или же хотите получить что-то более-менее достоверное. Ну что, друзья, вы снова на канале Мир на блюдечке, а я нахожусь сейчас в Анкоре, как обычно. О, вот какой-то, смотрите, житель Анкора, не очень довольный, порычал, побежал дальше. Вот, а нахожусь я сейчас в знаменательном месте, возле рва, который окружает знаменитый Ангкор-Ват. Ну вот посмотрите, впереди этот ров 1300 на 1500 метров, а вот этот шлюз, он был когда-то восстановлен, здесь мы видим дату январь 2008 года, но вообще на этом месте находился когда-то древний шлюз, который как раз и питал вот этот вот ров. Да, все мы знаем, что в Камбодже была просто гигантская водная система с огромным количеством каналов. Ну вот посмотрите хотя бы вот на вот этот снимок, сделанный с помощью технологии лидар. Да, вот эти вот синенькие линии, это как раз и есть древние каналы. Ну, здесь вы сейчас не видите никакой воды, потому что все заросло вот этими изумительными растениями, которые по всему тропическому поясу, по всей планете растут. Да, на самом деле под ними вода. Вот. Ну и вот эта вода поступает, соответственно, у нас в ров Ангкор-Вата по мере необходимости. Сейчас, очевидно, необходимость присутствует, да, потому что сейчас у нас вообще разгар сухого сезона. Прохладный январский день. Ну как прохладный? Не больше 30. Ну, давайте сейчас быстренько подойдем к рву, потому что на самом деле вообще-то тема сегодняшней экскурсии, назовем ее так, экскурсией, два непохожих близнеца. То есть сейчас я отправлюсь к храмам Чао Сайтевода и Томанон, которые практически до смешения похожи друг на друга, и про которые, в общем-то, тоже не очень-то и много известно. Да? То есть в основном все, что мы знаем об этих двух храмах, это исключительно догадки. Возраст их определяли по стилю барельефов, ну, то есть, соответственно, да, никаких точных данных о возрасте мы не имеем. Ну, вот он, ров Ангкор-Вата. И вот здесь замечательные плиты, которые вот этот ров облицовывают, да. Тоже вы уже видели, они все не просто так, да, прямоугольные плиты, а они все украшены какими-то прорезями. Ну что ж, ладно, а мы отправимся дальше. Почему я начал здесь? Ну, во-первых, потому что я проезжал мимо шлюза и захотел вам его показать. Я еще ни разу не показывал вот эту вот восстановленную часть кхмерской древней водной системы. Ну и во-вторых, чтобы вы понимали, куда я вообще еду. То есть вот за мной сейчас находится Ангкор-Ват, а впереди, вот по той дороге, на которую я сейчас вернусь, а впереди находится Ангкор-Том. Ангкор-Том – укрепленный город, укрепленный стеной 3 на 3 километра, то есть 9 квадратных километров площадь этого квадрата. И высота стены примерно достигает 7-8 метров. То есть это прям мощнейшее оборонительное сооружение, которых как будто бы раньше в Камбодже не существовало. Но вы знаете, это все так легко и просто пишется в исторических книжках, ну, как правило, научно-популярных. На самом деле, как обычно в Камбодже, все вот эти вот точные сведения, как правило, ничем не подкреплены, к сожалению, да, и новые археологические исследования, они приводят нас, как правило, к
к тем выводам, что вся хронология в Камбодже хромает. Вот просто вся, поверьте, просто вся. Ну что ж, ладно, сейчас мы едем к южным воротам Анкор-Тома, но впереди нас ждут гораздо более интересные ворота, то есть ворота смерти. Видео об этих воротах у меня уже есть на канале, но я считаю, что лишний раз повторить стоит. Так вот, мы доехали до южных ворот Анкор-Тома. Вот там они впереди. Вот этот самый укрепленный город Кхмерской империи, построенный, согласно официальным данным, в конце 12 века, после того, как из Анкора были изгнаны чамы. Чамы — давние враги кхмеров, на которые нападал еще в начале, можно сказать, в первой половине 12 века известный король Сурья-Варман II, которому приписывается строительство Анкор-Вата. Ну, потом чамы взяли реванш и в 1777 году, опять же, согласно официальным данным, захватили Анкор и правили здесь 4 года. После чего были изгнаны, и король Джаяварман VII приказал построить большой укрепленный город. Но замечу, что, в общем-то, датировки, опять же, скорее всего, не очень верные. Ну, об этом я буду рассказывать как-нибудь позже. Сейчас речь не о том. Сейчас мы все еще направляемся к двум храмам-близнецам. Но я хотел показать вам заодно и вот эту вот прекрасную пирамиду. Она приписывается X веку, на самом деле нет. X век — это башенка, которая была построена наверху. Вот она действительно была построена или же даже только лишь отреставрирована, потому что вот именно о строительстве мы никаких сведений не имеем. Мы имеем сведения о том, что король Раджендра-Варман II в середине X века, ну скажем так, во второй половине X века, проводил масштабные реставрационные работы и в том числе отреставрировал вот эту древнюю пирамиду. Ну, она все-таки как минимум 8 века, говорят современные археологи. Вообще, очень советую вам, друзья, если вы заинтересовались историей Камбоджи, не увлекаться чтением научно-популярной литературы. Очень много лжи, очень много неправды. Конечно, не заведомой неправды, не заведомой лжи, а просто это исходит из того, что люди пользуются сведениями, которые уже давно были опровергнуты. И хронология здесь хромает. Ну, в общем, много что здесь хромает и много чего здесь еще не исследовано. Вот. Ну, а я сейчас буду проезжать через вот эти южные ворота. Правда, непременно остановлюсь и скажу о них пару слов. Анкор-Том занимает огромную площадь 9 квадратных километров. Каждая из стен имеет длину 3 километра. А высота примерно 7-8 метров, то есть это прям нормальное такое хорошее защитное сооружение. И всего в этот город ведут 5 ворот. 5 абсолютно идентичных ворот. Ну как ведут? Вели. Потому что вот эти вот южные ворота, через которые заезжают и выезжают все туристы, они были отреставрированы практически полностью, да, как вы видите. На самом деле, когда все это было найдено в 19 веке, вот посмотрите на старые фотографии, да, вот так вот оно все выглядело. То есть все, все вот эти вот статуи, их доставали из этого канала. В канале, понятное дело, тоже никакой воды не было, да, это уже в более позднее время, это уже французы тут все расчистили и запустили. Вот, что мы здесь видим? Мы видим здесь изумительную композицию, где слева змея, многоголового змея, вот он, смотрите. Потрясающий, красивый, многоголовый змей. Слева его тянут боги. Богов в Камбодже мы узнаем по вот таким вот замечательным добрым лицам, мягким улыбкам. Вот. Но с правой стороны того же самого змея тащут демоны. Ну, демоны или асуры, да, демоны выглядят несколько более устрашающе. Давайте подойдем к какому-то из них. Более устрашающе, глаза на выкате, добрых улыбок никаких мы не видим, а скорее видим наоборот. Вот посмотрите на этого прекрасного демона, да. Ну, они делают общее дело. Символ объединения. Вообще в Камбодже мы очень часто встречаем различные символы объединения. Это, например, храмы, в которых поклонялись одновременно
и Вишну и Шиве. Это, кстати, и к Анкор-Вату относится, или к знаменитому храму Бен-Мелея. Или, кстати, к тем же храмам, к которым мы сейчас едем, к тем самым близнецам, храмам Томанон и Чао-Сай-Тевода. Впереди мы видим башню с въездным проемом, да, где когда-то находились ворота, и наверху мы видим 4 лика. Так вот, что это за лица, не знает никто. Опять же, если читать научпоп, то там, конечно, все замечательно объясняется, да, это как и с Египтом такая же история, да. Все ясно, все понятно. На основании чего, правда, непонятно. Так вот, здесь действительно никто не знает, что это за лики, есть только предположение, что это мог быть Бодхисаттва Авалокитешвара из махаянистского буддизма, который процветал здесь как раз в эпоху Средневековья. Кто-то говорит, что это король Джейварман VII, которому приписывается строительство этого города. Ну, в общем, никаких точных сведений нет, это может быть кто угодно. А вот здесь, кстати, я нашел такую интересную карту, ну, где довольно символично, но все-таки обозначены цели моего сегодняшнего путешествия. Вот смотрите, пожалуйста, вот он, Анкор-Том, да, вот этот квадратный город. Мы находимся сейчас здесь, перед его входом, и отправляемся мы сейчас вот сюда. Так вот, смотрите, вот эти вот ворота смерти, они их даже не обозначили. Ну вот такие вот они, туристические карты, смотрите, вот здесь находятся такие же мощные ворота, да, но они никак не обозначены, как будто бы их и вовсе нет. Вот, мы сейчас вот так вот с вами и проедем мимо вот этого нелепого храма Байон. Кстати, посмотрите видео у меня на канале, так и называется, нелепый храм Байон. Я буду еще часто и много о нем разговаривать в своих следующих видео, потому что с ним тоже связано немало интереснейших историй. Вот. Ну, а те храмы, которые нас сегодня интересуют, расположены вот здесь, вот они. Это Ворота Победы. Ворота Победы вели непосредственно к Королевскому дворцу, который находился где-то вот здесь. Конечно, ужасно, здесь масштаб совершенно неправильный, да. И вот эти вот два маленьких храма мы с вами сейчас посетим, но мы не подъедем, как все туристы, как все нормальные люди, мы не подъедем к нему на мотобайке по дороге, а попробуем проехать прямо через джунгли. Ну что, добрались мы до центра города Анкор-Том. В центре возвышается вот этот вот храм-гора, как говорят, да, так как характеризуют эти храмы, вытянутые вверх. Храм Байон, да, один из самых знаменитых храмов в Камбодже, один из самых нелепых. Почему я здесь остановился? Хотя у меня вроде как и видео о Байоне есть, и упоминал его миллион раз. Хочу вот вам все-таки показать лишний раз вот это позорище, самое настоящее позорище. Посмотрите, они нам тут пытаются демонстрировать, каким образом вот эти вот камни могли укладываться в стены. Ну, то есть они нашли применение вот этим изумительным дырочкам, да, о предназначении которых до сих пор среди ученых ведутся споры. Среди ученых, может быть, и ведутся, но вот этим ребятам, которые заведуют вот этим всем хозяйством, они почему-то вот уверены, что вот эти дырки могли быть использованы вот для таких вот целей, да, то есть вот это как-то там что-то приподнимается, что-то куда-то там с помощью вот этих вот рычагов туда-сюда, пятое, десятое. Теперь посмотрите на размер этого блока, вот моя рука. Знаете, такой блок, ну, не я, но двое таких, как я, поднимут, в общем-то, без всяких вопросов, без всяких проблем. Да, по поводу вот этих дырочек сразу скажу, да, они здесь сами их набили, судя по всему. Дырочки расположены в виде квадрата, почти правильного квадрата. Ребята, вы таких дырочек не найдете на самом деле. На древних блоках вы никогда не найдете таких дырочек. То есть это вот профанация, ложь и обман. И в совокупности с гидовскими сказками все это дает вам совершенно неправильное представление о том, что же здесь было и как все это строилось. Ну, к слову, как все это строилось, мы, конечно, знать не можем. И я думаю, что в ближайшее время даже и не узнаем. Так вот, смотрите, приехал я сейчас вот оттуда, от южных ворот. Да, южные ворота у нас упираются в храм Байон. И если мы сейчас поедем направо, то есть на восток,
то мы упремся в те самые ворота смерти. Дорога вот такая. Вот видите, я прыгаю здесь просто как заяц какой-то. Вот, ехать примерно 1,5 километра, да, я уже говорил вам, что длина стены 3 километра, а мы сейчас примерно посередине находимся. Ну вот, соответственно, снимать я сейчас ничего не буду, потому что мне и так-то ехать тяжело. Ну вот, друзья, добрался я до этих ворот смерти, а я сейчас поеду дальше в джунгли в поисках тропинки к тем самым 2 храмам-близнецам. Но прежде чем мы отправимся, давайте я покажу вам то, что мы видим здесь за воротами. Да, то есть помните, там должен быть мост через ров. Вот он, этот ров. Ров, как вы видите, тоже не особо расчищен. Вот, с этой стороны могу вам его показать. Вот, пожалуйста, видите, он такой заросший. Собственно, в 19 веке, когда сюда пришли французы, оно все в таком состоянии находилось. А в том числе и вот эти вот замечательные боги и демоны, которых мы сейчас видим во всей своей красе у южных ворот, они представляли из себя вот примерно такое же зрелище. Вот. И сейчас мы поедем вот по этой тропинке, которая совершенно не дорога, да, то есть вот тут вот во влажный сезон я бы даже не рискнул ехать. Один раз я уже ездил по этой тропинке, чуть ли не год назад. Это было очень экзотично, но я тогда не снял длинное видео. Ну а сейчас, пожалуй, немножко вам покажу эту дорогу. Ну вот видите, тут у нас везде глыбы песчаника валяются, все вот эти боги, демоны, да. Они все где-то там внизу. Все где-то там внизу, в воде. В общем, непонятно где. Вот тут, пожалуйста, смотрите. Вот везде куски того самого моста, который был через ров. Ну вот, посмотрите. Ну вот, посмотрите, чего тут только нет. Боги, демоны, все превратились просто в груду камней вперемешку с почвой, корнями растений, ну и так далее. Вот такая вот дорога, совсем неуютная, просто маленькая тропинка. По идее, казалось бы, зачем я ношу шлем? А вот ношу я шлем как раз для того, чтобы никакая колючка не вцепилась мне в голову. О, навстречу едет человек. То есть я здесь не один в этом лесу. Ура! Ну, на самом деле, это, кстати, хороший лайфхак. Вы можете, ну, если владеете двухколесным транспортным средством, то можете взять в аренду мотобайк и сами покататься вот так вот по самым настоящим джунглям. Смотрите на эту красоту. Ну вот, заблудиться тут сложно, потому что рано или поздно вы все равно попадете на какую-нибудь дорогу. Не забывайте, что мы сейчас находимся в археологическом парке Анкор. Ну вот, а туристов здесь вот на этой тропинке не бывает никогда. Но я надеюсь, что после моего видео кто-то из вас обязательно рискнет и захочет здесь прокатиться. Так, рулю я по привычке одной рукой. Дорога песчаная, немножко заносит. Вот, ну, я так ничего себе и не приобрел для того, чтобы возить камеру на шлеме. Да мне здесь и страшно, честно говоря, камеру на шлем лепить, потому что ее может снести какой-нибудь веткой. Веток здесь, как вы видите, довольно много. Куда я приеду, я пока не очень знаю. Так как я вам уже говорил, был здесь всего один раз. Это было год назад, чуть не упал. Очень ярко светит солнце, несмотря на то, что на улице довольно прохладно. О, смотрите, я тут проезжаю сейчас через какую-то дамбу. Видите? Видите? То есть дорога проделана просто в какой-то дамбе. То есть это часть какой-то конструкции древней. Ну, такое вообще в Анкоре здесь часто встречается, ничего такого необычного в этом нет. Здесь, в принципе, под землей скрыто очень много всего, не только какие-то дамбы и стены, но и целые постройки до сих пор еще скрываются под землей.
как я уже неоднократно в своих видео подмечал. Вот мы выехали на дорогу. Вот смотрите, слева у нас находятся Ворота Победы. Ворота Победы, они ведут непосредственно к Королевскому дворцу, который располагался на территории Анкор-Тома. Вот. Ну а мы сейчас поворачиваем направо и в конце концов уже приедем к нашей цели, к тем самым храмам-близнецам. Так, ну вот и они. Начнем мы, пожалуй, с южного храма. Итак, смотрите, вот впереди у нас вдалеке Анкор-Том, а здесь, на этой дороге, которая вела когда-то к Королевскому дворцу, мы видим два храма. Вот этот вот Чао Сай Тевода и Том Анон. Два храма очень похожих друг на друга. Построены они были раньше, чем Анкор-Том. И мало того, когда мы смотрим здесь на табличку, видите, вот написано Чао Сай Тевода, ранний 12 век, это тоже оспаривается. Эта датировка тоже оспаривается. Эти деревья какие здесь растут. Удивительные, посмотрите. Просто деревья небоскреба. Вот, то есть, скорее всего, все-таки этот храм был построен раньше. Ну, давайте мы сейчас пройдем к востоку. Я сейчас нахожусь как раз к югу от этой дороги, да, к западу. У нас там Анкор-Том. Вот. А вход в храм у нас, как обычно, с востока. Кстати, вот как раз об этом храме говорится, что он был хоть и посвящен Вишну, но здесь находился и лингам. То есть он одновременно служил почитателям как Вишну, так и Шивы. Да, лингам — это у нас поклонение Шиве, если кто еще не знает. Мы видим здесь дорогу приподнятую на круглых столбах, которая, как считается, была пристроена позже, как, в общем-то, практически все дороги вот такого рода. Да, то есть сама конструкция считается построенной раньше, чем вот эта вот крестообразная терраса, которую вы видите. Ну и вот это вот, хотел сказать, тропинка, да, которая с этой крестообразной террасы ведет прямо в храм. Дальше у нас на восток уходит дорога с уже такими привычными нам столбами. Да, такие столбы у нас хоть и относятся в основном к XII веку, но на самом деле и в постройках X века мы видим похожие столбы. Вот. И все это дело упирается у нас в речку Сием-Риап, которая находится прямо по курсу. Ну, давайте дойдем и посмотрим, что там у нас. Да, столбы, конечно, сделаны, видите, из песчаника, да, довольно твердого камня, как вы уже знаете. Ну, вот все у нас так хорошо, тщательно обработано. Вот эти изумительные прорези, да, масса этих прорезей. То есть эстетика и еще раз эстетика. То, чем славились древние кхмеры. Или не кхмеры. Кто построил все это? Точных данных у нас, конечно, нет. Ну вот, собственно, и речка Сием-Риап. И здесь какая-то у нас непонятная, судя по всему, французы какие-нибудь сделали или вообще китайцы. Ну, в общем, этот храм очень тяжелой судьбы. Храм очень тяжелой судьбы. Он был отреставрирован китайцами, отреставрирован совершенно безобразно. Это один из первых храмов, который был отреставрирован по безобразной технологии с заменой
старых блоков песчаника на новые. В 1998 году они стартовали этот проект, и чуть более 10 лет потребовалось на то, чтобы этот храм восстановить. На самом деле на его месте, ну, тут практически была просто груда камней, 4000 примерно камней. Здесь было каких-то не хватало, и китайцы решили, ничтоже сумняшися, просто заменить отсутствующие блоки на новые блоки из песчаника, чего никогда не делали, к слову, французы. Они предпочитали употреблять какие-то более современные материалы при реставрации, такие как бетон или, вот, ну, или даже, может быть, кирпич, чтобы люди, которые приходили потом в эти храмы, четко видели, где поработали реставраторы, ну, а где, вы видите, древние камни. В этом храме вот впервые был нарушен этот французский принцип «не навреди». Вот эта дорога у нас получается. Давайте сейчас сразу вниз посмотрим на... Сейчас я здесь спрыгну. Опс, я здесь спрыгну. И мы посмотрим вот на эти колонны, которые очень странно выглядят, ребят. Ребята, они восьмиугольные. Причем все. Посмотрите, вообще обычно колонны, которые поддерживают вот такие вот дорожки, проходы к храмам, они, как правило, круглые. Ну, не как правило, они практически всегда круглые. Здесь же мы видим везде восьмиугольники. Везде мы видим восьмиугольники. Возможно, это намек на то, что храм был посвящен богу Вишну. Да, что же это за восьмиугольники? Причем, обратите внимание, что в середине колонны вообще четырехугольные. Ну, вот я вам честно скажу, я никогда в Камбодже не видел, чтобы вот эти вот подпорочки вот этих вот изумительных плит, да, которые формировали дорожку для прохода к центральной башне, никогда не видел ни квадратных, ни восьмиугольных. Возможно, что восьмиугольник намекает нам на бога Вишну. Ну, давайте вспомним, из каких частей состоит лингам. Это у нас нижняя часть квадратная, это бог Брахма. А средняя часть восьмиугольная, это как раз бог Вишну. Ну и верхняя цилиндрическая, это бог Шива, да, то есть это такая тримурти, три единства, три главных бога местного индуизма. Вот, давайте посмотрим. В принципе, конечно, все аккуратненько, молодцы, сложили, ничего не скажешь. Но проблема вся в том, что после реставрации прошло уже много лет, да, уже лет 15 после окончания реставрации. И пока еще мы видим вот эти вот новые блоки. Вот они, видите, вот это вот китайцы вставили сюда новый блок, или вот это вот. Но, как и тогда волновались французы, очень открыто выступали против этой реставрации, критиковали ее нещадно. К сожалению, кхмеры не послушали французов. Вот. И, соответственно, французы говорили, что через 50 лет вы уже просто не отличите вот этот камень, вот этот старый камень, да, от вот этого камня нового. Посмотрите, это же сделан барельеф, но барельеф-то сделан, вы же сами понимаете, не с помощью зубила и молотка, да, а с помощью самых-самых современных инструментов. Ну вот то, что я и называю варварской реставрацией. Ну ладно, давайте пока покончим с критикой и разберемся, что мы здесь видим. Видим мы здесь вот такую вот прекрасную входную гапуру. Вот, кстати, очень интересный элемент. Он характерен для некоторых храмов X века. Это вот такие вот квадратики, которые выглядят практически как плитка, как кафельная плитка. Вот. Мы, значит, имеем такой входной павильон, с которого мы только что вышли. Вот это все древние, конечно, детали, да, тут не ошибешься. Вот, и дальше мы попадаем в центральное святилище. Вот внизу тоже такое безобразие китайское.
Господи, зачем они лепили эти фейки, боже мой. Мы сейчас пройдем в следующий храм, да, в Том-Анон, храм-близнец, который французы реставрировали в 60-е годы. Ну, вообще первая реставрация была еще в 20-е годы, а потом еще в 60-е годы. Так вот, они как раз реставрировали по правилам, то есть по методу анастилоза, когда не используются никакие новые детали, ну, из песчаника, либо из латерита, а вместо них, если чего-то не достает, используется бетон, либо что-то такое, что мы можем четко идентифицировать. Давайте зайдем в центральное святилище. И здесь мы видим безобразную ионию, довольно-таки, да, и какой-то постамент, тоже не удивляющий нас, в общем-то, ничем. Вот, в самом святилище мы видим статую какого-то божества, возможно, Будды. Очень интересны здесь богини, деваты. Вот эти вот деваты, они как раз очень сильно напоминают нам деваты Ангкор-Вата. И прически похожие, и посмотрите, стебель лотоса она держит так же, как его держат девушки в Ангкор-Вате. Ну и вот эта вот юбка. На ней когда-то был, очевидно, цветочный узор, которого мы уже не можем распознать. Да, это тоже, в общем-то, у нас признак 12 века. Вот, посмотрите на этих потрясающих, красивых девушек. Богини, жительница неба. Ну, вот здесь вот опять же китайцы, видите, приделали кусок и нанесли на нем еще и зачем-то свой узор. И вот это тоже работа китайцев. Территория когда-то была огорожена забором, но от него ничего не сохранилось. Вот это помещение у нас называется библиотека. Не потому, что это библиотека, а потому, что так его когда-то назвали французы. Ну, они просто не понимали, для чего эти здания были предназначены. Вот, соответственно, назвали их библиотеками. И с той стороны мы тоже видим библиотеку. Характерные черты библиотек, ну, зданий, которые мы именуем библиотеками, это вот эти вот слуховые окошки наверху, которые есть практически на всех этих зданиях. Ну и то, что вход в эти здания всегда противоположен входу в главное святилище. То есть если здесь вход с востока, то у библиотек вход с западной стороны. Для чего были нужны эти здания, никто не знает. Это так и останется, очевидно, для нас навсегда загадкой. Давайте зайдем в библиотеку, потому что здесь мы видим потрясающий барельеф. Посмотрите, он весь, конечно, уже настолько эродирован, да, что половина уже всех деталей, можно сказать, отвалилась, но вы можете себе представить, что это было. А здесь у нас, кстати, сидит бог Брахма, потому что мы видим гуся. Да, бог Брахма у нас передвигается на гусе. Ух ты, какая внизу конструкция-то. Какая внизу конструкция. Посмотрите, какой постамент. Вот здесь у нас металлические детали, которые скрепляли эту конструкцию. Ну, я так думаю, что это, наверное, уже китайцы их положили. Хотя они, конечно, выглядят очень старыми. И вот как теперь понять, да? Представьте ли, не дай бог случится какая-то катастрофа, еще что-то, и люди через 100-200 лет придут сюда. И, в общем, много чего интересного расскажут, да? Ну, тут мы видим сплошные нарезанные современные блоки латерита. Да, тут уже никаких сомнений нет, что это все у нас латерит из современного карьера. Ну что ж. Во многих книгах написано, да, что эти храмы были построены в XII веке, но мы-то отлично знаем, да, что Королевский дворец
Это у нас примерно самое позднее, это X век. Ну, сам Королевский дворец не сохранился, конечно, так как он был из дерева, как нам рассказывают. Но города Анкор-Том, внутри которого сейчас находится Королевский дворец, тогда еще не существовало. Но вот эта вот дорога, вдоль которой расположены эти два храма, безусловно, она была, так как она напрямую выводит нас к Королевскому городу. Королевский город — это такой отдельный город, находящийся на территории Анкор-Тома сейчас. Но вообще, на самом деле, Королевский город гораздо старше, чем окружающие его стены Анкор-Тома. Здесь, кстати, я вижу вот уже стандартные круглые колонны. И вот тоже со следами резца. Видите, концентрические следы в всех колоннах у нас присутствуют. На каком-то их таком странном токарном станке обрабатывали. Причем, заметьте, они не просто цилиндрические, они с утолщением наверху и внизу. Так. Кто работал на токарном станке, тот знает, что такую деталь вырезать несколько сложнее, чем просто цилиндрическую. Это у нас получается центральная башня. Центральная башня, в которой мы видим фальшивые двери. Давайте поднимемся. То есть с трех сторон у них фальшивые двери. Опять китайское безобразие. Ну, а с восточной стороны настоящая. Да, вот это уже дверь. У нас, конечно, тоже настоящая, да, судя по тому, как ужасно сохранились барельефы. Ну, вот и старая колонна. Почему этот храм так сильно был развален? Да, как я вам уже сказал, его нашли. Были просто, можно сказать, 4000, примерно 4000 разбросанных блоков. Дело в том, что при его строительстве использовали дерево. То есть где-то в каких-то местах они вставляли деревянные балки между мегалитами, между камнями. Ну, и дерево, как вы понимаете, в процессе разрушилось, но в конце концов и храм из-за этого развалился. Так вот, при строительстве второго храма, храма Том-Анон, как раз дерева использовано не было, поэтому он сохранился значительно лучше. Это к вопросу о том, почему камбоджийские храмы очень сильно разрушены, но не все из них. Да? То есть вот те храмы, которые прям очень сильно разрушены, как правило, это из-за метода строительства. То есть из-за того, что использовали при строительстве дерева. Это западная гапура, западный входной павильон. И тут тоже фантастический барельеф. Смотрите. Да. Ну вот такое китайцам уже не повторить. То есть плоский барельеф, ради бога, они тут сколько угодно их нарисуют. Но вот такой объемный уже никому не повторить. Ну, в общем, конечно, печальное зрелище. Я имею в виду именно наличие вот этих вот новых блоков. Но на самом деле это вот, знаете, такая есть организация ЮНЕСКО, про которую я очень часто упоминаю в своих фильмах совсем недобрым словом. Так вот, у них считается, что там что-то в районе 10% камней допускается использовать новых. Простите, что я так коряво сейчас вам это произнес, но вы, наверное, поняли, да, смысл. То есть 10% новых камней при реставрации можно использовать, если следовать тому, что нам предписывает ЮНЕСКО. Да, французы же на самом деле были категорически против и никогда не реставрировали подобным способом. Давайте тогда уже переедем к храму Том-Анон, который буквально вот в паре сотен метров там впереди расположен. Так, ну вот, друзья, переехал дорогу и подъехал опять к храму. На этот раз Том-Анон, тоже написано ранний 12 век и тоже является заблуждением, скажем так. Не будем говорить, что это вранье, но, скажем, спишем это на заблуждение. А вот этот храм уже реставрировался французами, как я уже сказал при посещении предыдущего храма. И
здесь уже никаких вопросов у нас к реставрации совершенно точно не возникнет. Вот некоторые люди у меня в комментариях, очевидно, не совсем понимая, что такое ценность вообще археологического объекта, очень сильно удивляются, когда я реставрацию, подобную вот той предыдущей китайской, объявляю варварской. Ну, мне на это нечего сказать. Как бы, знаете, по принципу, если надо объяснять, то не надо объяснять. А храм тоже, утверждается, был посвящен Вишну, и тоже в нем проводились богослужения, в том числе и посвященные Шиве. А так, посмотрите, очень сильно они похожи между собой. И, кстати, на Анкор-Ват тоже похожа башня, безусловно. Да, вспомните башню Анкор-Вата, видите эту башню. Вот, и, в общем-то, стиль, безусловно, тот же самый. Потрясающий здесь тоже богини, деваты. Я надеюсь, мы сейчас как-то поднимемся и сможем их рассмотреть поподробнее. Так, сейчас я нахожусь с западного входа. Вот здесь у нас западный входной павильон. Там был какой-то массивный барельеф, но от него мало что сохранилось. Да, приятно ходить по объекту, который реставрировали французы, потому что я до сих пор не увидел ничего, что мне бы помешало наслаждаться. Вот, там дальше у нас тоже кругом джунгли, джунгли, джунгли. Давайте посмотрим, что нашли здесь. Что у нас здесь-то камни валяются. Ну, какие-то плиты каменные. Сложно сказать, да, что они формировали. Таким вот опять деревом. Да. Тут много что, видите, и балясины, кстати, мощные, такие огромные балясины. О, там бегает ящерица. Потрясающего исполнения, опять вот с этими фантастическими прорезями. И там наверху мы видим тоже интересный барельеф, но мне что-то сложно идентифицировать, если честно. Мне что-то сложно идентифицировать. Давайте зайдем через западный вход, западная гапура, то есть не главный вход у нас с востока здесь. Здесь у нас какие-то есть помещения. О, кстати, видите, потолок сделан из бетона. Вот французы просто взяли и использовали бетон. И больше никто и никогда не скажет, что это могли сделать древние кхмеры. Вот это вот не варварская реставрация. Здесь у нас опять вот эти соски, кстати. Интересно, да? Тоже загадка на всей планете. На мегалитах мы находим вот такие соски. Камбоджа не исключение, их очень много. Здесь в храме Вататве, например, этих сосков вообще сотни. Ну, и здесь такое же помещение, тоже с французским потолком. Все, как обычно, украшено резьбой, да, от кончика башни до основания храма. То есть все просто покрыто сплошной резьбой. На каждой детали мы видим каменные барельефы. Да, куда бы я ни посмотрел, вот я до самого низа дохожу, и вот уже даже в самом низу мы тоже видим какие-то барельефы. Да, то есть само-то здание построить нелегко, особенно учитывая, как нам говорят, отсутствие технологий, отсутствие соответствующих технологий, так еще и покрыть все это здание тончайшими барельефами, которые сейчас повтори вот это. Вот это-то попробуйте, повторите. Ну, понятно, вы видите, что все это изъедено эрозией, но вы представляете себе примерно, да, вы видели уже много у меня на канале подобных барельефов, которые хорошо сохранились. Можете себе представить, как и этот выглядел. Такое 3D повторить, извините, невозможно. Опять заложенные окна. Заложенные окна — свидетельство каких-то бурных, буйных времен в Камбодже. А вот эти заложенные окна мы очень часто встречаем в храмах Анкора. И, ну, две версии может быть, да. Первая версия, что это делалось потому, что было похолодание. 14 век у нас действительно было сильное похолодание. Это доказано. Вот. Ну, либо это было сделано для защиты зданий от каких-то врагов внешних, либо внутренних. А то, что здесь власть постоянно менялась,
и переходила от одной семьи к другой. Ну, это факт. Это известный факт. Вот это у нас опять библиотека, в которую мы, кстати, почему-то не заглянули, прошли мимо. Давайте заглянем. Вот такой вот храм Том-Анон. Посмотрите, даже здесь у них барельефы вот в нижнем ряду. И учтите, да, что все эти барельефы изготавливались уже после того, как здание было построено. Не устаю повторять, то есть у тех, кто изготавливал барельефы, права на ошибку не было. Ух ты! Потрясная тема вообще. Жалко, что плохо сохранился. Ладно, пол прекрасный. Опять вот эти хаотичные дырочки, видите, вот, ну, вспомните то, что я в самом начале видео вам показывал, вот эту безобразную инсталляцию, да, как якобы кхмеры обращались с камнями. Ну вот, посмотрите, дырочки, они совершенно бессистемно расположены. Здесь темно, фонарика нет. О, и очень много летучих мышей. Я вижу их экскременты и попискивают немножко. Предупредили меня, не заходи, то обкакаем. Ну, я и не пошел. Так, значит, давайте уже наконец-то пройдем к главному входу. Здесь мы не видим никакой дорожки со столбиками, как мы видели в предыдущем храме, да? То есть близнецы, да, не похожи. Ну, а здесь мы вообще видим очень странную конструкцию. Очень странную конструкцию. То есть я не знаю, как на это реагировать. Посмотрите, вот мы видим здесь спуск, там спуск. И зачем-то с краю выставлены у нас вот эти вот каменные блоки. Такое ощущение, что в центре не хватает еще моста. Но вот что меня всегда настораживает в этих конструкциях. Во-первых, все вот эти балюстрады длинные, да, крестообразные площадки, это все нам всегда говорят, что это более поздние пристройки, которые могут датироваться вообще 15 даже веком. Вот. И часто мы в подобных постройках видим вот такие композиции, да, когда лестница спускается вниз, лестница поднимается наверх, а потом между ними уже построили мост. То есть здесь, судя по всему, тоже был мост, но вопрос тогда по поводу вот этих лестниц, да? А зачем их было тогда делать, если бы мост подразумевался здесь изначально? Это тоже загадка, кстати. Это тоже загадка. Давайте, раз уж мы здесь зайдем в центральную башню, где барельеф вообще не сохранился никак. Внутри, ох ты, внутри фантастика. А внутри уже фантастика. Тоже из разряда «попробуй, повтори». Попробуй вот это повтори. Господи. Да, в центре у нас кала. Кала символизирует время, которое пожирает все. Видите, у него всегда только верхняя челюсть изображается, без нижней. Скалу вы легко узнаете. Ну и заходим в центральное святилище. Ух ты, какой тут большой дверной проем и какая... Не устаю хвалить французов, какая потрясающая реставрация, боже мой. Тут колонны интересные, какие-то очень, не знаю даже как вам сказать, очень корявые. Местами корявые, местами вроде норм. В общем, ладно, не будем строго судить, в конце концов эрозия. Я к какому-то фантастическому барельефу сейчас приближаюсь. Здесь опять странно, посмотрите, вниз спуститься почти нереально. Высота огромная, то есть мне здесь вот так вот только. Вот какой барельеф. Давайте еще раз поднимусь, попробую. Господи, да таких барельефов-то и в музеях-то почти не найдешь. Потрясающе! Боже мой, посмотрите, в центре мы видим Вишну на Горуде. Да? То есть храм был посвящен богу Вишну. И вот это фантастика. И такие барельефы очень редко можно встретить в таком состоянии, потрясающе. А на самом деле ведь их в Камбодже были тысячи. Тысячи. А внутри у нас что? Внутри у нас постамент. Внутри у нас очень темно.
постамент, и на нем статуя какого-то божества, возможно, это Будда, да, вот его мудра, одна из, да, это очевидно статуя Будды. Ну и центральное святилище, все в темноте. Господи, такие мощные здесь каменные блоки лежат внизу. Во, потрясно. Ну а вот здесь вот это вот пространство, как вы его можете объяснить, я не знаю. Я никак не могу его объяснить, отсутствие вот там ступенек. Ну, либо, может быть, они там были, какие-то приставные ступеньки, да. Ну вот здесь у нас, например, это выглядит вот так. Это выглядит вот так. То ли эрозия, то ли недоделка, да, выглядит довольно криво и коряво. Да, этот храм неплохо сохранился сам по себе, да, потому что, как я уже упоминал, при его строительстве не использовалось никаких деревянных деталей. Давайте же теперь покинем его через главный вход. Я уж, простите, вниз не пойду, а пройду как-нибудь бочком. Упс. Кстати, господа, смотрите. А здесь мы видим ступени. Опа. Оригинальные это ступени или в результате какой-то перестройки они возникли? Этого я вам сказать не могу, потому что выглядит это все очень и очень странно. Посмотрите, как здесь. Здесь у нас вот идет, ну вот у нас идет, значит, тумба. Назовем ее тумбой. И вот тут вот этот вот камень, третий, нижний, да, он вот с таким вот выступом. Ровно как и здесь. Здесь мы тоже имеем такой же выступ в камне. А дальше они практически, нет, тоже не прямые идут. Да, здесь тоже камня выступ есть. То есть, судя по всему, ступеньки, возможно, и родные, да, потому что все подогнано четко. Ну, иначе зачем бы нужны были эти выступы, если ничего не предполагалось между ними. Поэтому, ладно. Так, хорошо, с той стороны тоже, что ли, ступеньки. Вон, кстати, видите, внизу бетон. Вот эти вот конструкции такие прямоугольные, крестообразные. Это бетон французский. Знаете, почему китайцы говорят, не, мы бетон использовать не будем, потому что песчаник более долговечный, а бетон, дескать, он развалится. Угу. Используйте более качественный бетон, чтобы он не развалился. Вот, кстати, видите, метка реставраторов старая, 60-х годов. Они их прямо в камне выбивали. Вот. Ну, и тут тоже такие же ступеньки, да. В общем, непонятно, да, как будто тут какой-то бассейн был. Ну, скорее всего, все-таки здесь было перекрытие. Да, и по этим ступенькам можно было подняться на перекрытие и пойти дальше в храм. Тоже, конечно, барельефы. Ну, по камбоджийским меркам очень простые барельефы. Посмотрите, какая там перемычка. Тончайшая. Тончайшая перемычка. И это не водой, конечно, проделал. Проделал кто? Не вода это проделала. Как некоторые утверждают, когда я показываю подобные перемычки, дескать, это все проделала вода. Или что-то там еще, ветер, песок, я не знаю. Ну, а вот это входной павильон. Входной, здесь какое-то, очевидно, божество находилось. Вообще в этих храмах было найдено бесчисленное количество различных статуй в свое время. Найдено было, большинство из них было найдено ворами. Вот тут, кстати, были, видите, какие-то ворота. Вот пробиты отверстия. Каких-то деревянных балок, очевидно. Ну и вот наверху тоже эти отверстия видим. Но вот эти вот детали, они, наверное, все-таки относятся к более поздним временам. Мне кажется, что все-таки не было никаких дверей изначально запланировано, потому что, как правило, эти отверстия всегда выглядят несколько безобразно. Ну, а тут уже, в общем-то, спуск, да, и все. И вот такие вот поразительно неудобные ступеньки.
кто такое придумал, я не знаю. Да, часто мы встречаемся с совершенно странными ступеньками. Да и выглядит эта конструкция, да, как-то нелепо. Мы только что видели потрясающую башню, всю украшенную резьбой, красивую до невозможности. Просто башня Ангкор-Вата, да. И вот тут вот это главный вход. Блоки-то все старые, посмотрите. Блоки все старые, но на них нету не то что барельефов, они даже не обработаны толком. Ну, собственно, блоки в таком виде всегда и устанавливались, да, финишная обработка всегда происходила уже на готовом здании. Тут в этом нет смысла сомневаться, это по многим признакам заметно. Вот, ну что у нас тут в стороне? Ничего нет особенного, кроме вот тут вот каких-то еще камней. Давайте посмотрим, что здесь было найдено. Ух ты! Посмотрите, это йони для 3 лингамов. Вот видите, носик йони, и здесь 3 квадратных отверстия для лингамов. Много каменных плит. Все это находится на какой-то площадке, видите, уходит вниз. Да, то есть все это приподнято на какой-то площадке, что, в общем-то, у нас стандартно для Камбоджи. Да. Очень многие храмы, у которых на земле видно только навершие, на самом деле из себя представляют пирамиды. Большая часть находится под землей, но я подозреваю, что вот эта насыпь, она тоже не естественного происхождения, а искусственного. Почему я так могу утверждать, да, типа берешь на себя смелость, да просто встречал уже десятки таких объектов, и со стопроцентной уверенностью я, конечно, ничего не могу утверждать, но процентов так на 80 я уверен, что тут еще копать и копать. Ну, вот тоже везде барельефы, как видите, да. Живого места нет от этих барельефов. Знаете, на каждом камне, и каждый барельеф искусный до невозможности. А как это так могло получиться, непонятно. Откуда у них столько времени, столько сил? Давайте посмотрим на девушек теперь. Все-таки. Вон тоже, кстати, окно заложено. И там окно заложено. Очень странно. Зачем же делать окна, а потом их закладывать, да? Ну вот, поднимаемся мы к центральному святилищу с западной стороны. Здесь мы видим исключительно фальшивую дверь и барельеф. Барельеф с каким-то божеством в королевской шапочке, в королевской позе камбоджийской. Здесь изображено, это может быть и бог Индра, но я ничего не могу сказать, потому что нет ездового животного, ваханы, а сидит он на кале. Вот, давайте теперь посмотрим на... Ой, тут очень экзотично, конечно, гулять, но тем не менее давайте подойдем. Что мы здесь видим интересного, кстати, в этом храме Томанон? Мы видим здесь 2 типа деват. То есть вот это вот у нас первый тип деват, характерный для X века. А для X века характерны вот такие вот плессированные юбки. Или плессированные, я не знаю, как правильно, кстати. Вот. И второй тип деват у нас. Это деваты в юбках, как в Ангкор-Вате, с цветочным узором. Но вот я вижу только в хорошем качестве исключительно вот эти вот деваты X века. Сейчас поищем, что-нибудь найдем. Обязательно найдем. Так, вот у нас опять, сейчас с другой стороны подошел, вот у нас опять девата с юбкой X века. И внизу, ниже нее расположена девата анкорского стиля. Ну, анкор-ватского стиля, скажем так, да. Очень похожа на деваты из Ангкор-Вата. Личики у них, конечно, потрясающие. Вот она лотос тоже держит в руке.
Интересно вот это вот, я не знаю, как назвать это, мудро или жест, или что это, или способ держания. Видите, такую козу они делают, эти деваты часто, и держат предмет, я уж не знаю, что она здесь держит, но держит предмет безымянным и средним пальцем. Да, а указательный и мизинец, они расставлены в сторону, вот так. И что здесь интересно, это то, что деваты X века, вот эти вот деваты, они расположены выше деват века XII. Ну, я говорю, они вполне могли быть выбиты в одно время, но просто вот именно стиль изображения X века всегда находится над изображением века XII. Очень характерная черта в этом храме, что, возможно, говорит нам о том, что они в виде вот этих вот деват более древних почитали своих предшественников. Вот у нас опять здесь заложено окно, видите. Причем, если честно, ребята, это окно было заложено изначально. Посмотрите, вот у нас идет блок, который формирует, ну, вот этот вот как багет, да, как у картины. Это все один блок, и вот у него выступает кусок, который явно надо было срезать. То есть вполне могло быть и такое, что это недострой, стандартный недострой, который очень характерен для камбоджийских храмов. И люди, которые потом пришли сюда позже, возможно, после какой-то катастрофы или в результате завоевания, они уже просто вот эти вот недостроенные проемы заложили камнями. Причем камни, заметьте, тоже не обработанные снаружи, внутри у них гладко до невозможности. То есть вот это просто отпилено какой-то супер пилой, я вам говорю. Приезжайте и трогайте, и удивляйтесь. Все вот эти грани, нижние, верхние, боковые, они все идеально сделаны. Ну, какие стыки. Но наружные не обработаны. Я вам уже говорил, да, сначала камни установят, а потом их обрабатывают. Но вот эти вот внутренние грани, да, они всегда были идеально обработаны изначально. Кстати, второй библиотеки у нас тут нет, видите, пустое место. То есть это вполне возможно действительно недострой какого-нибудь X века, который, скажем, в XII веке потом люди достраивали как могли. Ну, может, они в XII, я уж не знаю. Так. Ну вот еще вам пример французской реставрации. Вот видите, казалось бы, я уже чуть было не возмутился и не воскликнул. А это что? А это бетон. Выглядит как песчаник, но подошел ближе, увидел бетон, да еще и рифленый такой, да. То есть вот французы нам четко дают понять, вот это мы положили сюда, потому что иначе, ребята, тут все развалится нахрен. Ну вот, как вам такое? Ну, пишите в комментариях, какой стиль реставрации вам ближе. Хотите ли вы получить новодел, как у китайцев, или же хотите получить что-то более-менее достоверное, что можно вот прямо сейчас ходить и изучать. Ходить и изучать. Давайте подойдем еще к деватам. Проверим мою сентенцию, да? Да, пожалуйста, вот вам цветочный узор анкорвата, юбки XII века. Похоже на деват в анкорвате, конечно, до смешения, только более выпуклые, так скажем. Помните вот этот жестик? Оп, сейчас поднимусь. Вот двумя пальцами держит, видите, а крайние два пальца отставлены. Опять у нас девата анкорвата. Лица у всех, кстати, разные, прически тоже. Ну и вот, пожалуйста, плессированная юбка, X век. Расположена выше, как вы видите. Смотрим налево, опять видим девату, опять с цветочным узором, да, то есть это уже XII век. То есть и тут опять вот девата X века находится над деватой XII века. Ну, опять же, да, вся хронология условна, но как минимум мы точно можем утверждать, что вот эти деваты более древние, чем вот эти. По стилю изображения, кстати, обратите внимание, вот давайте наверх посмотрим от этой деваты, посмотрите, это все сплошной барельеф. Сколько там, 3 метра, я не знаю, 3 метра.
Удивительно, удивительно. Ну что ж, ребята, мне кажется, что я вам здесь уже показал практически все в этом изумительном храме Туманон. Так что, если приедете в Камбоджу, обязательно заезжайте. Вы уже поняли, где он находится, да, рядом с Анкор-Томом. Вот давайте это тоже посмотрим. Ну, такой несложный барельеф, ну, красивый. И здесь вот тоже фальшивая дверь, посмотрите, она вся была покрыта. Вся была покрыта барельефами. Удивительно, просто удивительно. Ну что, друзья, как вам эти два храма-близнеца? Пишите в комментариях, понравились ли они вам. Приезжайте обязательно. Смотрите на все это своими глазами, потому что по видео ничего определенного, конечно, сказать нельзя. Вот, куда я иду, спросите вы меня. Вроде бы уже все показал. Ну, кстати, видите, кусок латерита торчит. Это значит, что что-то здесь было. Наверное, дорога какая-то. Ну, я иду сейчас, собственно, вот, да, от храма Томанон, от его главного восточного входа. Иду я в сторону востока. То есть когда-то здесь что-то было. Не знаю, по сторонам ничего не вижу, никаких ни столбов, ничего. Но что-то определенно здесь было. И куда мы сейчас придем, я даже не знаю. Ну, судя по всему, придем мы, конечно, к реке Сием-Реап и видим здесь что-то. Вот эти вот уложенные камни, которые раньше что-то формировали. Вот хотелось бы знать, что. Посмотрите, сколько их здесь. Сколько их здесь. А что за ними? Так, змей, надеюсь, нет никаких. За ними углубление и какой-то как ров, судя по всему, бывшее русло реки. А это у нас, похоже, мост, ребят. Да, это мост, остатки моста. И сейчас я думаю, что мы пройдем как раз к одному удивительному мосту, который находился над бывшим руслом реки, которая сейчас протекает в несколько другом месте. Так, что у нас здесь? Водное колесо. Это вот такая вот тоже инсталляция, да? Она совершенно не вращается, очевидно, потому что уровень воды сейчас предельно низкий. Да, вот это река Сием-Реап, она течет с плато Кулен. Вот такое гигантское колесо, которое сейчас вообще не крутится. А там впереди мы видим много-много-много камней. Это остаток какой-то набережной. Давайте же срочно туда пройдем. А тут и дорожка есть, прям выложена камнем для нас. Китайский бамбук растет. Красота какая, господи. Мы вышли к мосту. Так вот, про этот мост, Спинтма он называется по-кхмерски. Про этот мост известно не так уж и много, если не сказать, что вообще ничего. Датируется он 14-17 веком. Просто представляете, не могут даже, как дерево выросло, да, красиво, не могут даже определить, в каком веке этот мост был построен. Построен он из камней, которые когда-то были использованы при строительстве храмов. То есть просто либо развалившийся храм, ну вот как тот самый Чау Сайт-Эвода, где использовалось дерево, и который сам по себе развалился, да, его никто не разваливал. Возможность какого-то такого храма, или разобрали храм. Ну, во всяком случае, совершенно точно мы знаем, что это все камни от храмов. Да, русло реки, возможно, проходило как-то по-другому, потому что, видите, мост сейчас у нас просто стоит на земле. Мы видим здесь набережную бывшую, да, остатки бывшей набережной. Однозначно тут, да, никаких сомнений быть не может, что вот это остатки древней набережной. Ну, а это древний мост. Почему я говорю, что он построен из храма какого-то или из храмов? Ну, вон, посмотрите, здесь
Видите, самые разные камни. И на многих из них барельефы. Это вот часть дверной коробки. Ну, блоки все, не сказать, чтобы мощные, да. То есть мощные блоки они не использовали, что говорит нам о том, что, скорее всего, они уже не могли этого делать. Дерево. А вон, смотрите, как там корень растет. Красота. Эх, красота. А тут вот, смотрите, корни дерева. Вот они вниз спустились, да? Вот тут вот он уже высох, к сожалению. На самом деле он уже, наверное, не схватится. А вот этот вот корешок, похоже, тоже высох. В общем, если бы он был жив, он бы когда-нибудь дошел до земли и начал бы бурный рост. Но тут слишком долго эти корешки спускались, успели уже и умереть. Давайте посмотрим, что тут, какие тут интересненькие барельефы мы можем найти. Да, вот изменение русла реки позволило нам немножко поизучать вот этот вот мост. Ну, все вот как обычно, да, консольная кладка. Все, как мы привыкли в храмах, только из довольно небольших блоков. Вот тут, кстати, блоки уже поприличнее. Да, вот на этой стене мы видим маленькие блоки с нашими любимыми отверстиями. Здесь уже блок поприличнее, отлично обработанный, отшлифованный даже. В общем, разные самые блоки, да. Вот тут, кстати, блоки уже мощные. Посмотрите, зря я сначала сказал, что из маленьких блоков только лишь собрано. Вот тут блоки уже помощнее. Но, тем не менее, это все равно все в пределах возможностей древнего средневекового человека. Да, не сказать, что тут что-то такое супер фантастическое. Просто хотел показать вам, как бывает. Ну, а это насыпь, очевидно, уже совсем какого-то очень позднего времени, да. И вот там вот новый мост. А вот там новый мост, который только недавно сделали вот таким вот красивым, с нагами. А тут, смотрите, какое дерево белое-белое. Сралау называется это дерево. Очень много таких деревьев растет в Анкоре. Это хорошая питательная почва для этих вот растений, деревьев из джунглей. Я хочу просто немножко сюда поближе подойти и посмотреть, есть ли у нас что-то на той стороне. Но мы видим, на той стороне ничего нет, а значит, то бишь нет продолжения моста, вот этого старого, да, вот он там остался у нас сзади. То есть вот это вот изменение русла, оно явно произошло позже, ну и в результате какой-то, наверное, какой-то интересной катастрофы. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, мы заканчиваем на сегодня. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Друг Аркадий. Там я публикую много всего интересного. Также подписывайтесь на Boosty. Этим вы поможете мне поддерживать штаны. Потому что вы сами понимаете, что все эти поездки, они очень дорогие, накладные. Опять же, времени много тратится и не хватает времени на зарабатывание денег. Вот, ну и приезжайте в Камбоджу. Как я уже много раз повторял, смотрите на все это своими глазами. Ну все, всем пока и надеюсь, увидимся в Камбодже.